В этом видео я покажу, как приготовить настоящие копченые шпроты в обычной кастрюле, без коптильни, прямо у себя в квартире. Видео будет состоять из двух частей. В первой я покажу, как засолить и закоптить рыбу для будущих шпрот, и это уже полноценное, самостоятельное, невероятно вкусное блюдо. А во второй части вы увидите сам процесс превращения копченой рыбы в те самые настоящие легендарные шпроты. И для этого не понадобится никакого специального оборудования. Все просто, доступно и очень вкусно. Ну что, поехали! По ГОСТу для шпрот используют мелкую рыбу длиной 6-10 см. Чаще всего это килька, спрот, мойва или хамса. Я буду готовить из мойвы, она доступная, жирная и, если повезет, попадется с икрой. А это не только вкусно, но и придает блюду особую пикантность. Для приготовления я использую замороженную мойву и солю целиком, без разделки, мокрым способом. Для рассола беру 26 грамм крупной соли и 5 грамм сахара на 1 килограмм с учетом общего веса рыбы и воды для рассола. Использую только крупную соль, потому что в ней нет антислеживающих добавок, а они в продукте нам точно не нужны. Для морской рыбы я предпочитаю крупную морскую соль. Она ближе по составу к естественной морской среде, и на мой вкус с ней рыба получается вкуснее. Но это не критично, подойдет и обычная каменная соль. Сахар в рассоле играет важную роль. Он не только смягчает вкус и балансирует соленость, но и запускает легкие процессы ферментации, особенно если рыба солится неразделанной. Я солю рыбу 72 часа в холодильнике, перемешивая рыбу в рассоле 1 раз в сутки. Почему я солю рыбу так долго? Дело в том, что при длительном посоле в неразделанной рыбе запускается естественная ферментация, особенно с добавлением сахара. Это придает продукту характерный шпротный аромат, насыщенный вкус и плотную, чуть упругую текстуру. Если же времени у вас нет, можно солить и 12 часов. Получится тоже вкусно, просто без глубины вкуса и ферментативного оттенка. Через 72 часа сливаю рассол. После этого отправляю ее на сушку при комнатной температуре от 12 до 24 часов. Важно, чтобы рыбка не просто подсохла, а слегка подвялилась. Для удобства я нанизываю рыбу на небольшие шампуры. Так она равномерно обветривается со всех сторон. Обязательно следите, чтобы во время сушки на рыбу не садились мухи. Это важно для чистоты и безопасности продукта. После сушки у каждой рыбки отрезаю голову и хвостовой плавник. В таком виде далее ее буду коптить. Для копчения я использую два вида щепы – ольхи и вишни. Можно взять и только один вид, тот, который у вас есть под рукой. Щепы понадобится всего 12 грамм, 8 грамм ольховой щепы и 4 грамма вишневой. Я использую только сухую щепу, не увлажняю ее. Щепу выкладываю на блестящую сторону обычной пищевой фольги. Накрываю вторым листом и плотно загибаю края. Получается герметичный конверт. Этот конверт выполняет сразу две функции. Он работает как дымогенератор, именно отсюда будет поступать дым, и как жироуловитель. Все, что стекает с продукта, остается внутри. Конверт с щепой плотно укладываю в кастрюлю так, чтобы края фольги образовали небольшой бортик. Верхний слой фольги прокалываю обычной зубочисткой, чтобы дым выходил наружу. Старайтесь проколоть только верхний слой. Если проткнете нижний, жир будет стекать на дно кастрюли. Это, конечно, не критично, но лучше этого избегать. Сверху на фольгу я выкладываю фильтрующий слой – природный вулканический циолит. Он очищает дым, забирая из него смолы и лишние примеси.
при этом сохраняя богатый аромат и вкус. Конечно, коптить можно и без циолита, но с ним дым становится чище, а подставки и сама кастрюля остаются без копоти и налета. Я использую циолит фракции 5-10 мм, который продается для фильтрации воды. Это доступно, просто и работает отлично. Затем выкладываю рыбу в 2 яруса на подставки для пароварки. Далее вы сами увидите, насколько быстро и легко проходит копчение. Ставлю кастрюлю на плиту и включаю максимальный нагрев. Крышкой не накрываю до тех пор, пока не начнется дымообразование. Как только появляется первый запах дыма, у меня это примерно на 3-й минуте, накрываю кастрюлю крышкой. Отверстие в крышке специально оставляю открытым, чтобы показать, что дыма совсем немного и никакого запаха по квартире не распространяется. Термометр с коротким щупом используют только для наглядности. Он не обязателен, но помогает отследить весь процесс. После появления дыма жду буквально 1 минуту и выключаю плиту. Температура в кастрюле в этот момент составляет около 68 градусов. Если у вас электроплита, просто снимите кастрюлю с конфорки. Далее процесс не требует нагрева. Как видите, даже через отверстие для пара выходит совсем немного дыма. Обычно я закрываю это отверстие обычной бамбуковой палочкой для суши. Как именно я это делаю, можете посмотреть в других моих видео. Через 10 минут после начала нагрева дыма внутри кастрюли совсем нет, но он не вышел наружу, а равномерно осел на поверхности продукта или адсорбировался на его поверхности, придавая рыбе характерный копченый аромат и золотистый цвет. Копчение идет на низкотемпературном дыме, идеальном для копчения. При этом температура внутри кастрюли тоже находится в оптимальном диапазоне и не превышает 80 градусов. В моем случае максимум был около 75 градусов. Это как раз то, что нужно для правильного и идеального копчения. Даже спустя 20 минут после выключения нагрева температура внутри кастрюли остается около 68 градусов, а через 30 минут все еще выше 58. То есть рыба прошла полноценную, но при этом мягкую термообработку, без перегрева и потери сочности. Посмотрите, какая красота получилась. Дым лег ровно, цвет насыщенный, аромат глубокий, с тем самым узнаваемым золотистым копченым оттенком. Выглядит и пахнет это настолько аппетитно, что удержаться очень сложно. И при этом кастрюля совсем не пострадала. Сразу после копчения рыбу есть не стоит. Дайте ей настояться хотя бы 12 часов. За это время дым проникнет вглубь, насытит и полностью раскроет вкус. Эта мойва уже готова. Сама по себе она отличная закуска. И на этом первый этап приготовления шпрот завершен. В следующем видео мы продолжим и приготовим настоящие легендарные вкуснейшие шпроты. До встречи и обязательно посмотрите продолжение.